Когда на улице они выглядели неприкасаемыми, казалось, что им не страшен никто. Их имена произносили шепотом. Их уважали, боялись и обсуждали по всему криминальному миру. Многие годы они жили по своим правилам, решали чужие судьбы одним словом и считались людьми, которые никогда не склонят голову перед законом. Но все меняется в тот момент, когда щелкают наручники. Что происходит с легендарным вором в законе, когда за ним закрывается дверь полицейского кабинета? Сохраняют ли они хладнокровие или впервые оказываются лицом к лицу с ситуацией, которую невозможно контролировать? В этом видео вы увидите редкие реальные кадры задержаний, допросов и разговоров с людьми, чьи имена долгие годы были известны далеко за пределами криминального мира. Некоторые из них продолжают держаться уверенно и спокойно, словно ничего не произошло. Другие стараются не говорить лишнего, а некоторые неожиданно показывают совершенно другую сторону своей личности, которую раньше никто не видел. Каждый из этих людей прошел долгий путь к своему статусу. За каждым прозвищем стоит своя история, свои правила и свое прошлое. Но сегодня нас интересует не их влияние на свободе, а тот самый момент, когда все меняется за считанные секунды, момент задержания. Первые вопросы следователей и первые слова после того, как легенда сталкивается с реальностью. Досмотрите это видео до конца, потому что некоторые кадры способны полностью изменить представление о том, как ведут себя самые известные криминальные авторитеты после задержания. И это еще не все. В самом конце вас ждут редкие кадры с япончиком, человеком, чье имя стало настоящей легендой криминального мира. И возможно, некоторые из увиденных реакций вас действительно удивят. А перед началом поддержите канал, поставьте лайк этому видео, подпишитесь и напишите в комментариях, какой из показанных воров в законе удивил вас больше всего. Именно ваши лайки, комментарии и активность помогают продвигать такие видео и позволяют выпускать новые материалы чаще. От души благодарю каждого за поддержку. Приятного просмотра. Фамилия, имя, отчество. Пирвали Тенгиз Надарович. Место и год рождения. Город Тбилиси, 1973. Вы ранее судимы? Да. По каким статьям? 158. Один раз судимы? Да. Срок наказания где был? Полгода. А где? Сперва в Матроске, потом Коми СССР. Понятно. Какое положение вы занимаете в криминальной среде? В смысле? Вором себя признаешь? Ну, конечно. Чем на жизнь зарабатываешь? В данный момент так болею, что ничем. Понятно. Где короновались? Узи. Понятно. А кто за вас подписывался? Это обязательно, что ли? Ну скажите. Я не скажу это. Понятно. За что задержаны сотрудниками УБОП? Сейчас? Да. 228. Что у вас находилось при себе? Наркотическое вещество. Употребляете? Иногда да. Давно? Не очень. С какого периода примерно? Систематично я не употребляю. Ну, где-то 5 лет уже. Понятно. Тенгиз, какая у вас кличка в криминальном мире? Нет у меня клички. Нету, да? Понятно. В криминальной среде какая у вас кличка? Ну, как я Тбилисский, Тенгот Тбилисский. Понятно. А повернитесь, пожалуйста, в профиль. Теперь на камеру. Теперь в другую сторону в профиль. Обратно на камеру. Тенгиз, задержаны вы по подозрению в совершении какого преступления? 228, часть 1. Помимо наркотиков, какие вам обвинения были предъявлены? Никаких. Только это. Разбои, грабежи на территории Москвы совершали? Нет. Категорически, да? Понятно. Вы давно освободились? Да. Когда? Когда судили 158 часть 2, это был 2001. Угу. То есть, получается, помимо 228 у вас еще было и 158, да? Кража. Понятно. Где в Москве проживали? Постоянно нигде. Снимали квартиры? Да. А чего украл тогда? Может, Где? в районе Бирюлева. Угу.
Понятно. С большой был сахар. 15. Тебе, значит, надо шоколад есть или не надо, я понять не могу. Шоколад я ем, когда уровень сахара низкий в крови, а сейчас сейчас высокий у меня. Ну, короче, кроме воды Поэтому еще тебе вторая купить. Сигареты более- еще купить. Если можно. Вообще нельзя тебе. Там Какой не ты дает хочешь? боли. Кен? Кенчик какой. Но мы поговорим, чтобы тебе дали курить. Давай. Поселение было. Поселение. Ну я не выходил, как сразу на больнице. В обмен. Да. Ну, хожу, конечно. Ну, давно уже сходников не было, что ли? Ну, больших, да. Не, почему? В Лужниках тогда В было? Лужниках 120 воров, говорят, было, да? Я там не... Да. Мелкий, знаешь, что это мальчик? Слушай, поехал. Что-то поехал. Да, искал как? Фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Кудратуллай Бахтияр Зафарович. Число, месяц, год рождения. 14 октября 71 год. Смотрим в камеру. Родились где? Ташкент. Проживаете? Ташкент. В Москве проживаете? Где? Центр. В центре. Вором в законе являетесь? Да. Кличка? Это не как Как я с вами Бахти, Ташкент. Бахти Ташкентский? Имя, отчество. Ахабер Пепер Гурамович, Число, месяц, год рождения. 74-26 сентября. Где родились? В Саленджихе. Где прописаны, зарегистрированы? Постоянно Да. в Саленджихе. Саленджиха это где находится? Грузия. Гражданином какой страны вы являетесь? Грузия. Ранее судимы? Судимый. Где, в каком году, за что? Ну, не помню, короче, уже, честно сказать. Ну, за здесь что? По России, короче, один раз. Смотрим видеокамеру. По России один раз сидел. За что сидели? Полгода. За что За сидели? хулиганство. За хулиган. Еще за что сидели? Больше ни за что. Больше ни за что не сидели? А на территории Грузии? На территории Грузии, да, За что сидели хотя бы? за побег, Еще за что? за угон машин. Все, да? Да. Так, видеокамеру смотрим. Вором в законе являетесь? Четко, ясно. Вы вор в законе, да или нет? Я живу, короче, нормальным жизнью. Я вам задаю конкретный вопрос. Вы являетесь вором в законе, да или нет? Нет. Вы не вор в законе, правильно я понял? То есть вором в законе вы не являетесь, не принадлежите к ворам в законе, то есть и никогда им не были вором в законе. Никогда вором в законе не были, да? Я вам задаю вопрос, вы когда-нибудь были вором в законе? Нет. Никогда не были. Здесь в Москве где проживаете? На Шокинский переулок, дом 12, страница 15, короче. Не помню что-то. Квартиру не помните? Ну, Как давно страница находитесь? 12, На да. территории Российской Федерации. Вот там по визу и по документу посмотреть четко не помню. Где-то 2 месяца. 2 месяца. Прибыли из Грузии, да? Так, повернитесь, пожалуйста, влево, голову повыше. Так, и в обратную сторону. То же самое. В обратную сторону смотрим. В обратную сторону. Так, теперь на меня смотрим. Так, теперь боком повернитесь, руки опустите, руки отпустите, татуировочки ваши снимем красивые. Обязательно. Так, и второй бок. Так, руки перед собой вот так руки. Вот так вот. Моечкой, да? Моечкой.
Так, и вот тут, пожалуйста, да? Угу. Что означает татуировки? Ну, брат, я говорю, спокойно. А что означает татуировки, которые у вас на плечах? Ты сам смотришь, что это Ну, означает. я не знаю, что это. Я тоже не знаю. Вы не знаете, да? Да. Так, и с этой стороны. данными вы задерживали? Меня задерживали раньше? Так, руку держим. Так, на меня смотрим, Кахабер Георгиевич. Так, значит, в Москве чем занимаетесь? Сейчас работать хотел устроить. Где хотели работать? Ну, в стройке. Кем? Бригадиром или там кем-нибудь, ну кому удалось бы, короче. А до этого где-нибудь работали? В Москву приехали 2 месяца. Работал. Где работали? Ну так подрабатывал, короче. А кем подрабатывали? Ну, рабочим. Ну, рабочим где? Где? Рабочим это понятие обширное такое. Где? На монтаже. То есть вы работали в шиномонтаже, колеса бортировали, да? Смотрите в камеру. Ну и сколько зарабатывали вы денег? Я не Можно? помню, но сколько я зарабатываю, короче, не помню. Работали в шиномонтаже. В Хорошо. Москве под какими данными вас задерживали? Учить делать нечего, что ли. Я тебе сказал, короче, под какими у тебя по компьютеру выплела, значит. Вас Сами назвали, я не под врачи, какими я- данными вас Барри задерживали? Шария, короче, был справка без Шария, Шария, хорошо. и Какача. Нет, моя фамилия Кахапипия. Я же Задерживались задерживался. по данным Ну да, Шария? останавливали, короче, Каха, отпечатки, да. а скажите, пожалуйста, Пипе, ваш отец вором в законе был? Нет, Не был? нет. Отчество. Христофоров Василий Александрович. А за что вы задержаны? Без понятия. При каких обстоятельствах произошло задержание? В аэропорту. В каком? Шереметьево 2. А что вы там делали? Прилетел. С Откуда? отдыха. Откуда? С отдыха. А где отдыхали? В Дубаях. Понятно. Ваше положение в криминальном мире. Не по существу вопрос. Что значит не существует? Я не отвечаю на такие вопросы. Ранее судимы? Да. По каким статьям? 93-й прим. Где отбывали срок наказания? ИТК 4. В какой области? Нижегородская. В какой период времени это произошло? 92-98. У вас это единственное было, скажем так, задержание и отбывание срока наказания? Да. Где проживаете? Нижний Новгород. Адрес? Березовская 94, 152. С какого периода там проживаете? 2 года. А где вы родились? Нижегородская область, город Дзержинск. Число, дата и место рождения? 12 марта 72. Поверните, пожалуйста, в профиль. Теперь фас. В другую сторону, пожалуйста. Обратно. Поверните в профиль. Фас. В другую сторону. Обратно. Город Воронеж. Точно адрес. Город Воронеж. Где вы проживали? В Воронеже? В Воронеже? Да. Улица Клиническая, это, значит, до 65-го года, значит, дом 3, квартира, вернее, дом 58, квартира 3. Как давно в Москве? До года с 81-го. Место жительства в Москве. Ваш род деятельности? В смысле? Без смысла, прямой вопрос. Деятельности. Чем занимаешься?
юридически в тюрьме сидел. Род деятельности, сама деятельность. Как кормите? За счет чего? Ну, за счет Материальные труда. средства. За счет труда. Какого характера Как труда? умственного. Умственного? Да. Где идет реализация умственного ума? В какой области? Да по-разному. Вопрос. Приведите пример. Такой пример. Самый простой и удобный для вас. Ну, значит, секрет бизнеса. Сейчас знаете. То есть вы занимаетесь бизнесом, я правильно вас понял? По-разному. Принадлежность к криминальному миру, если какой-либо статус в рамках. Да, ну что вы провокационный вопрос задаете? Повторить вопрос? Ничего, зачем повторять? Ну, тогда отвечайте. Есть статус. Озвучьте его. Как? Озвучьте его. Да, может. Вы вор. Да. Как давно, где короновали? Да ну что вам глупости говорить, просто давить. Давно. Всю жизнь. Вы с самого рождения вор, да? Мне кажется, что глупости говорите вы. Да ну, считаете, что глупости, значит глупости говорил. Были ли ранее судимы? Да, на судимости погашены. Статья. Да разные. 147, 144, 56. Какие года привлекались к уголовной ответственности? 66, 67, 70, 75. Последний раз, 99. Подкидывали патроны, наркотиков, отпал наркотиков. А патроны остались. Как Старик Хаттабыч стреляли. Как вас называют в криминальных кругах и под каким именем вас знают? Я думаю, вопрос не глупый. Можно ответить, да. Блондин. Вас устраивает? Лишь бы вас устраивало, и вам в жизни было комфортабельно. Да комфортабельно вам, а не мне. Если за комфортабельность говорить. Дети сейчас будут вопросы задавать? Нет. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Так, готов? Да. Фамилию, имя, отчество свое назовите, Юрген пожалуйста. Степан Кимович, дата рождения. 1953, 7 ноября. Где родились? Город Тбилиси, Грузия, Республика. Где проживаете сейчас? Ростовская область. Ранее судимы? Да, Сколько раз, по каким статьям? неоднократно. Что вот эти рисунки у вас на теле обозначают? Это? Да, эти. Это память. Это покойная мама моя. Брюки сестра. поднимите, пожалуйста, до колена. До колена поднимайте брюки, просто по одной штанине. Вторую штанину. Все, опускайте. Подскажите, пожалуйста, за что вы задержаны? Я не знаю, я 51-ю статью взял. Понятно. Вором в законе являетесь? В смысле вором? Да или нет? Ну, в смысле вором в законе? Есть такое понятие, вор в законе. Ну, я старый вор. Фамилия, имя, отчество. Усаян Аслан Рашидович. Усаян? Да. Имя, отчество еще. Аслан Рашидович. Национальность. Изид. Дата и место рождения. Город Тбилиси. 37-й год, 28 февраля. Тбилиси. А Да? дальше уже не знаю, как чего. Город Тбилиси, понятно. Место прописки. Санкт-Петербург. Полностью. Город Город Санкт-Петербург. Да. Улица. Дунаевская. Дунаевская. Да. Номер. Номер 10, квартира 406. Место работы. Пенсионер, другой работы.
Приводы в судимости милиции были? Судимость неоднократно. Неоднократно? Неоднократно. Ну, последнее, какие статьи? Да Бог его знает, я уже забыл там, какие статьи. Вором являетесь это? Авторитетом? Да. 50 лет стажа ему, я же не могу быть рабочий депо. Налево повернитесь. Ну, Вот так. Хорошо, надо туда смотреть. понятно. Другим боком. Ну да. Ко мне лицом. А в Краснодар приехали к кому? Поезд. Поездом? Фамилия, имя, отчество. Кушниров Александр Викторович. Число, месяц, год рождения. 29 июля 66-го. Родились где? Город Гомель. Прописаны. Дворников 24, квартира 7. В городе Гомель? В городе Гомель. Ранее судимы? Да. Где, когда, за что? 2 раза за кражу и за убийство. Последняя судимость. За что у вас? Убийство. Где отбывали наказание? В Беларуси. Мера пресечения какая у вас была? Высшая мера наказания. Расстрел, замена 15 годами. Лицом категории воры в законе себя относите? Да. Вы вор? Да. Правой стороной принесите, пожалуйста. Другой стороной. На меня смотрим. Фамилия, имя, отчество. Арутюнян Армен Владимирович. Национальность. Армянин. Дата и место рождения. 17 апреля 70-го года в городе Билан. Место прописки. Краснодарский край, станица Каневская, улица Мясничная, 32. Место проживания. Каневская. Там же, да? Где работаете? Инвалид второй группы. Ну, работали, когда последнее место вообще, да? Судимости, приводы в милицию есть? Судимость в 90-м году. В 90-м году? В Беларуси. Ну, когда, каким судом? Белорусским, Минским народным судом. Статья. 147-я белорусская. В 93-м освобождался Сахтарь. 3 года, да? Да. В Ахтарях сидели, да? И после этого не было, да, ничего? Нет. Сейчас чем занимаетесь? Сижу. Последствия? Последствия. А когда? Уже месяц. Под арестом. А, месяц, да? С 30 августа. А какую статью меняет? Ну, пока 163. Рост какой у вас? Метр 80. Шрамы, наколки, следы операции. На ногах наколки. И так все они устали. На ступнях? Да. Налево повернитесь. Другим боком. Ко мне лицом. Машина есть у вас? Нет. Телефон домашний? Есть. 440-99. Расскажите, пожалуйста, в Санкт-Петербурге что делаете? Зубы приехал лечить. Давно? Неделю назад. С кем? Как понять, с кем? С кем приехали? Один. Один приехал, да? А откуда приехали? С Красноярска. То есть там постоянно проживаете, да? Да. Адрес проживания? Я уже все сказал, там записано все. Но Если интересно, в компьютере посмотрите. В компьютере написано, в камере Ну вот, не написано. ну я говорю, посмотрите. Там ничего не записывали. Новосибирская, 35. А в Санкт-Петербурге Квартира. где проживаете? Я не знаю Санкт-Петербург. Я не могу сказать, где я проживаю. Ну, вы говорите, неделю находитесь Но я в у друга. Санкт-Петербурге. У друга. Я да? что, я что у него спрашиваю адрес какой-то? То есть у друга, да? Да. А друга как зовут? Вы у него поинтересуйтесь. То есть вы не знаете, как друга зовут? Я же сказал, у него поинтересуйтесь. Понятно. А скажите, ранее судимы? Да. По каким статьям? Зачем вам это знать? По уголовной ответственности? Как Там же все в компьютере есть. Нужно посмотреть это. Скажите, пожалуйста, вы являетесь вором в законе? В компьютере все есть. Мы этого составим. Являюсь. Являетесь вором в законе?
Да. Скажите, пожалуйста, когда освободились с мыслью свободы? Я уже не помню. Какие совершали преступления до этого? Никаких. То есть, когда вышли, освободились, преступления не совершали? Я и до этого не совершал. Хорошо. Скажите, пожалуйста, с какой целью приехали именно в Санкт-Петербург? Я рассказал, зубы лечить. Вы второй раз уже задаете мне этот вопрос. Именно в Санкт-Петербург зачем? Я рассказал. Красноярск Зубы не лечить. лечат? Видимо, не лечат. Пожалуйста, еще раз руки вместе. По швам. По швам. И направо поверните, пожалуйста. Направо. Направо поверните. Направо. Вот видишь, что неграмотный человек. В армии надо было Это статус по вам. Мне зачем армия? Что? Я не понял. Наркотики вы употребляете? Да если я руки отрублю, если я буду употреблять. Ваша фамилия, имя, отчество? Мурзаков Мурсал Музакович. Где вы родились? Киргизия. Город, село? Исикульская область. Город какой? Тюпский район. Село? Село Сартуловой. Дата вашего рождения? 75-го. Число месяца? 6 апреля. 6 апреля. Гражданином какой страны являетесь? Киргизия. Гражданство Российской Федерации не имеете? Нет. Цель вашего приезда в Российскую Федерацию? Лечение. Лечение? Лечиться. Какое у вас заболевание? Почка, позвоночник. Почки, позвоночник. Ваша цель визита в Чеченскую Республику? Друзей встретить. С друзьями встречаться? С какими? Киргизии, которые знакомы. Вы работаете? Нет. А на что вы живете? Не работаю. Ну на что вы живете? Ваш доход откуда? Откуда? Да. Жена работает. Жена работает? Вы ранее судимы? Да. Общий срок проведения в местах лишения свободы? 13. 13 лет? Да, общий. Общий срок. Когда освободились в последний раз? Апрель. В апреле 2015 года? Вором в законе являетесь? Да. Уголовное имя? Кашкар. В переводе на русский? Волк. Волк? Да. Воровской подход когда он был осуществлен? 13. В 2013? Когда вы находились в заключении, да? Нет. На воле были? Это на воле был. А где он был? В России? Да. А где в России? В России был. Ну, где? В Москве, в Чечне, где? В Чечне. В Чечне? Да. А кто был инициатором подхода к вам? Воры были. Воры были. Представьте. Весимович Олег Дмитриевич. Число, месяц, год рождения ваш. 1.03.1974. Место рождения. Республика Беларусь, город Слуцк. Гражданином какого государства являетесь? Беларусь. Адрес регистрации. Город Слуцк, улица Строителей, 6, 21. Ранее судимы? Да. За что, когда? 89-я, 2 2005 года. Кем осуждены? Слуцким судом. В Беларуси? Да. А 89-я, вторая, это что за состав? Москва. Отбывали наказание где? В Беларуси. Где? В Беларуси. Город Могилев, 104. Режим какой? Тюремный. Сколько по времени? 6,5 лет. Когда освободились? 2007 в сентябре, 21 сентября. Ваш социальный статус? Вот. Имя? Олег. Давно вором ходите?
Давно, недавно. Недавно. Татуировки на теле есть у вас? Есть. Показываем. Правой стороной ко мне повернитесь. Угу. Лицом на меня. В стене встаем. Назовитесь. Алексеевич. Имя, отчество. Павел Михайлович. Год рождения. 81. Число месяца. 14.11. Где вы проживаете? Республика Беларусь. Адрес. Город Минск, Кубовского, 5089. Вором в законе являетесь? Значит, я вас ставлю в известность, что Министерство инвестиций Российской Федерации в отношении вас вынесено распоряжение о нежелательном вашем пребывании на территории России сроком 3 года, то есть до 24 июня 2016 года. Меня ознакомили. По решению Федеральной миграционной службы России вы сегодня будете принудительно выдворены с территории Российской Федерации с запретом въезда на вышеуказанный срок. Уведомляю вас, если вы поедете на территории России, вам будет меняться незаконное пересечение государственной ее границы. Понятно вам? Спасибо. Вас ознакомливали, да, с этим решением? Да. Когда? Вчера. Вчера, да? Все, тогда сейчас с нами проследуйте и будете депортированы. Фамилия, имя, отчество. Азманов Денис Арманович. Число, месяц, год рождения. 1966 года рождения. 26 января. Место прописки. Город Саратов. Дальше. Улица, дом. Улица Кутикова, дом 41, дробь 60. Квартира. 16. Проживаете в настоящий момент где? Нигде, в Саратове. Понятно. Лицом категории воры в законе себя относите? Да. Уголовное прозвище. Как между собой называют? Датка. Татуировки на теле есть? Да. Показываем. Правой стороной повернись. Левой стороной. На меня смотрим. На кистях рук татуировки есть? На ногах, на коленях? Нет. Ранее судимы? Да. В каком году состав, где отбывали наказание? В 85 году. Состав. Разбой. Отбывали наказание где? В Грузии, потом в России. Какой срок наказания отбывали? 7 лет. Имя, отчество. Сарандеш Ильич. Число, месяц, год рождения. 25 января 51 года. Родились где? В Абхазии. Проживаете где? Прописано. Санкт-Петербург. Во Всеволожском проспект 161 Бодров. Являетесь вором в законе? Да. С какого времени? 75-го. В профиль повернитесь. В другую сторону. На меня. Просто повернись прямо. Сейчас. Автобус, прям уже снимаю. Да, все, пожалуйста, проходите. Пожалуйста, проходите в автобус. Проходите в автобус.
Проходите в автобус, пожалуйста. Нормально? Куда, в автобус? Да. Сегодняшнего дня. Фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, уроженец и так далее. Ахмедов Натик. Значит, фамилия, имя, отчество, в камеру смотрим. Ахмедов Натик Айднович. Число, месяц, год рождения. 73-го. Громче говорите. Июль, 21 июля. Где родились? На Азербайджане. Республика, Баку, город. Баку. Город Баку. В Москве где проживаете? В камеру смотрим, пожалуйста. Здесь. Где здесь? Надо родственников, друзья. У родственников здесь. Вы являетесь вором закона? Да, я камеру. вор. Вор в законе. Да, я Уголовная вор. кличка есть, погодите. Нет, Как вас называют? Натик. Натик, да? Наколки в бардаке есть Нет. что-нибудь? Ничего нет, да?
Это так положено. Да я не Фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Смотрите, пожалуйста, в камеру. Представьтесь, пожалуйста. Ну, вы будете представляться или нет? Как вас зовут, фамилия, имя, отчество? Год рождения, где проживаете? То есть вы отказываетесь отвечать на эти вопросы. По какой причине? А, Мираб Георгиевич? По какой причине не отказываетесь? Можете объяснить? Где проживаете в Москве? Вы, когда находились в кафе Эльдорадо, у вас паспорт на чье имя был? Фамилия, имя, отчество. Можете сказать? У вас же был паспорт при себе? Так, ясно. Все ясно. Спасибо. Мы не видели. Фамилия, имя, отчество ваше. Калашов Захар Георгиевич. Число, месяц, год рождения. 20 марта 1953 года. Где родились? В Тбилиси. В Тбилиси, да? Где проживаете? Зарегистрированы где-то? В Москве. Адрес? Ясенево. Адрес помните? Да, конечно. Улица генерала Тюленева. Угу. Дом 7, корпус 2, квартира 272. Угу. Я понял. Вы прибыли к нам из Испании, да? Да. Я понял. Там вы сидели сколько? 8,4. 8,4, да? А всего приговор какой был? 9. 9 лет, да? Я понял. Ну, ранее судимый, это понятно. Я так думаю, что вором себя считаете? В криминальном... Это не я считаю, меня считают. Вас считают, да? То есть, но в криминальном мире вы считаетесь как вором в законе, правильно я понимаю? Ну, меня так называют, по-моему. Понятно. Так-то я человек. То есть, так-то вы человек хороший, да, ну, Да, всякие люди. Не сторонник украсть, не сторонник отнять, по-моему, да. Все, понял. Да. Все, спасибо. Супруги Крылова Елена Александровна. Вот он, как стоит. Голову в бок, поворотом. Сюда, сюда. Другим боком также. Сюда посмотрите. Так, лицо уходит. Внутри много запланировано, да? Да. Придется рубашку снять. Бок повернитесь. Так, прямо сделайте. Угу. Да. Спину поверните. Другим боком. Так, закрой. Так, сукай. Так, где-то еще лобок есть? На ногах есть? Да нет, правильно. Так, вот, покажи. Желтый металл, да? Да. Человек 12. Ну, то есть, помнишь? Конечно. Прекрасно. Кого? Кто тебе Карнал? Они уже нет, уже есть. Ну, кто остался? Остался. Кто остался, то сидят. Ну, какая разница? Зури Цинцаны. Знаете такого? Кого? Зури Цинцаны. Знаю. Знаете? Просто вор, да? Просто вор, да, без бабки. И что украл, все мое. И что не украл,
Извини, подвис. Как это вообще? А сейчас бывают такие, да, случаи, я слышу. Так у тебя же уже Потому пальцы у вас, не те, и короче, руки не да, те, да. как что А? воруешь, что? Я Да. ворую? У тебя же все уже не то, что он сказал. И у меня руки дрожат, у меня 40 лет сейчас уже. Я не могу уже. Вставай. В карман лезть. Дрожат руки, Руки сухие у тебя? Сухие? А кофту оботри. — 12 лет не делал мне такую штуку уже. Помнишь, молодость? Вспомни молодость. Это Москва. Зачем я в Москву приехал, мама родная, а? Не хотел, ну, просто пришлось. Это муж, не батумская, это ментовская. Это муж есть муж, московский уголовный. Потом тупее, знаешь, какие? Как 3 члена вместе. Тупее такие. Во всем можешь обмануть. Все веришь. Другу опусти. Опустил. Да. Расслабь ее, сам ничего не делай, расслабь. Ничего не делай. Ага. Сам не дергай, не крути пальцем. Ради бога, нет. Вот так. И так. И вот так. И вот так. А здесь мур. Кино не смотрю? Мур есть мур, да? Да. Ты смотришь, да? По сериалу. Вор должен сидеть в тюрьме. Знаешь, это Жиглов что говорит? Значит, мое место там. У меня в каждом городе есть дом. Знаешь, какой дом? В каждом городе есть большой дом. И место есть. Место для чего? Место в Наре. В каждом городе есть. Сам не катай пальцы. Сам не катаю, начальник, сам катай. А кто ж тебе в каждом городе подарил дом? Тюрьма мой дом, короче. Что, в каждом городе сидел? В каждом городе не сидел, но приходится иногда. Ну, готов, да. Мы его не поделили. Сын. Сына 5 пуль, короче, как всадил. Не отвлекайся. В ногу. В ногах. Он тоже меня стрелял, пидорас. Но мне не попал, своего отца попал, пидорас. Вот бегает. Он упал вот так. А из какого пистолета? Я с Макарова стрелял. Макаров? С Макарова. А он с этого хуйнёвый, 9-миллиметровый, знаешь, какой это? Браунинг, маунинг. Такой острый, что есть. Вот у отца 4 или 5 пуль, короче, это, нашли в теле. Руку давай. А свой пистолет куда делать, который стрелял? Свой пистолет выбросил в речку. Как выходишь от нас? В речку, а? Там в Грузии, что ли? В Грузии, да. Как выходишь, сразу выбросил. Остановил машину. Его пистолет тоже забрал. А сейчас что за пистолет у тебя нашли? Какой пистолет? Чей пистолет был? Какой пистолет? У меня для ногтей нету, чтобы постричь ногти, видишь? Это как ногти, что То стрелять. есть сейчас у тебя пистолета с собой не было? Не было, ради бога, не было, ты же знаешь. А за что тебя вообще задержали, можешь сказать? За что? За что 12 лет, это не погашено. Это не погашено, короче. Раньше было погашено, короче, да? 4 пальца вот вместе. Пальцы 4, вот.
Пьяные были, что ли, все? А? Пьяные, когда поругались, были? Отец со свадьбы пришел, там молодой был. Он бухой был дома. Короче, пидорас это, короче, который. Не хромай, пидорас. 5 пуль попал, короче. Пальцы не вместе, попал. вот так, кстати, 4 Ну, пальца. не хромай. Слушай меня, 4 пальца вместе. Так ты в Грузии скрывался из-за убийства? Сюда, в Россию приехал? Вот эту руку. Ну а за что еще? Да. А Я какой думал, у тебя... что я убил. Оказывается, его сын убил. А какой у тебя статус в криминальном мире? Я? Да. Статус что это? Ну, кто ты? Вор в законе или просто Вор не в имеешь? законе я. Вор в законе. А кличка у тебя какая? Ну, кличка. Какая разница? Кличка. Мне Ну как? Томас зовут. Томас зовут. Но в криминальном мире у тебя есть кличка? Ну, в криминальном мире нет. Бабушка меня назвала в детстве Куса. То есть так тебя и сейчас. Бабка дала мне эту погонялу. Куса. Пальцы. И все. А что это значит? Куса, когда урки спрашивают, отвечай. Отвечай, называй. Пишется отвечай, а читается отвечай. Я очень... А почему при тебя были поддельные документы на другое почему? имя, Да, фамилию? Потому что, короче, меня считали убийцей. Я 12 лет меня считали убийцей. Я не убийца, я вор. Я не убийца, я никого Значит, не ты убил. коронованный вор в законе, да? Да, конечно. Коронован в Грузии был? Да. А в каком году? Ну, я что помню, что ли? Пальцы вместе. В 90-м, я хуй его знает. В тюрьме или где? А? В тюрьме? Не, на свободе. А сколько раз ты сидел? 4. А какие статьи, за что? За что? За кражу, за надзор, за нож подкинули, как вы сейчас. А. И за все такое хуйню. А в Москве сколько времени находишься? 6 дней. 6 дней. Шестой. А откуда приехал в Москву? С Курска. В Курске ты все эти 10 лет постоянно проживал. Да ты что, какой постоянно? Ты только приехал в Курск. По всей стране мотался. Да, на Сахалине бил. В Иркутске бил. Тебя задерживали за эти 12 лет? В Греции бил. За 12 лет за эти тебя задерживали? Задерживали, да. Задерживали? А где задерживали? Ну, в Греции задерживали. Нет, а здесь, в России? В России нигде не задерживали. А, один раз задерживали. Где? Ну, только так, просто. Документы проверили? Да. А где ты делал поддельные документы? В Грузии, в России? А я отдал деньги. Ну, в Грузии или в России? В России, вот Курск сейчас. Отдал деньги и тебе принесли готовые документы. Готовые документы. Ладонь, вот это. Большой палец кверху не Я прижимай. могу назвать имя, фамилия, кто сделал мне это. Кто тебя помог в получении или кто делал сами документы? Кто меня сделал. Важа его зовут. Он, знаешь, если Грузию знаешь, он, знаешь откуда? Чакви, знаешь? Не знаешь? А он в Курске сейчас живет? Нет, он в Курске жил. В Курске жил. А потом куда делать? А потом поехал в Грузию. Домой. Но мне сделали документы все. И паспорт есть? Ну, видно. А, паспорта не было. Все время вид на жительство. Паспорт российский. Нет. Кто мне дал Дежурку проходит. Там на автомате там проходит. Вот сейчас перезвонили, если можно перезвонить, узнать. Что это мне, короче, что меня снимают? Ты очень фотогеничный. Ну я да, очень даже хороший.
какому адресу ты в Москве проживал? В Москве я не помню адреса. Ну вот Откуда задержали меня взяли, тебя, да. выезжали, там записано все. На Нижегородской улице? Батуми, город Батуми, улица Димитрова, дом 60. И гражданин Грузии? Я гражданин Грузии. Трижды герой Советского Союза, дважды ранен под Полтавой. Чем тебя ранили? Шмайсером. А наркотики употребляешь? Никогда в жизни. И ненавижу наркоманов. И не куришь? Никогда в жизни. А ну скажи. Не верьте мне, да? Вот. Снимайте, пожалуйста. Я сам другим говорил, что нельзя это губить человека. Не всех, но доходят, короче. То есть стрелять, губить можно, а наркотики употреблять нельзя? Наркотики, короче, употребляют, короче, слабохарактерные люди. Я не слабохарактерный человек. Снимай, я говорю, как есть. Я наркотики никогда в жизни не употреблял. Это травку иногда в детстве покуривал. Все, больше ничего такого. Можете закрыть вашу видеокамеру. Ты приди, надо было проживать, Саш. Что? Слав. Проживать хоть надо было. Да все нормально, все, Слав, что ж прошел, сыграть. Ну, Всем здоровья и благополучия. так и должно быть, Слав. На радость. Давай. До встречи. А, это мы в парке гуляли. Сейчас немножко тут интересный момент такой. Вазика так плакает. Будет шарики улетят. Давайте еще горяченького дам вам немножко. Ешьте. Мало едите. Паш тоже первое время так мало ел. Прям по чуть-чуть удивлялась. Ой. Сейчас посмотрим. Вот это мы в парк Горького тут ходили недавно. Это вот моя... Взял такой уголь купец у меня. О, красавец. Слав, клянусь всех, блядь, Так что, и сразу это? Там не проявлять не надо? А в тех годах не было, да, когда они садились? Да, ты сейчас компьютер. Ты здесь не было, там-то все было. В Америке, в Союзе не было. Сейчас компьютер уже есть. Вот эти аппаратуры. О. Два, чтобы еще одного ребенка посадить. У нас нет коровы? Очень. Выйди на того. Странно. Неужели твое лицо попадает туда сразу? Поместилось Твой вас. язык. А? Не знаю. Кто пошире, я или он? Конечно, ты. А рэк-то у тебя есть, он надо записывать без рэка. Есть, Но рэк мне есть. еще ни одного человека не было на свете. Потом наклеить. О! Значит, второй ум. Нет. Я Я как всю раз- жизнь на первом месте Я шли. как раз сейчас снял, Машке покажу, как ты на плечо. Не надо, у Машка меня вот ручка, доверяет. я водку держу, Машка знает. А, Все, тебя кроме водки не ходит держать. Машка мне доверяет. доверяет? Доверяет. Молодец, Машка. Конечно, доверяет. Я не в его вкусе. Он говорит, или толстых, сисястых, жопастых, или худеньких, Бля, я как хуевая, она Маша. знает, что я люблю, блядь. Я видела, в машине тогда сидела.
Паш, ты знаешь, я монах. Да, монах. Она этого не сделала. Когда я сама удивилась, думаю, надо же, ай-яй-яй. Это Вадим. Это Вадим. Даёт. Слав, самое главное, ты там сейчас ничем не занимайся, там ради богов, ради божьих, это все. Да, все нормально, Вадим. Там все правильно уже. Слышь, Вадим, вот теперь уже приехал Слава. Тебе не кажется, что нам надо обязательно съездить на твою дачу? Пашка это говорил. Это, Рос, иди занимайся. Нет, это да, это святое, понимаешь, машина ходит. Это не роскошь, как сказал Стартбендер, это средство передвижения. Я имею в виду так, никуда не нужно. То, что уже просто должен делать, какой-то просто. Потом надо ударить это бездорожье. Да, бездорожье. То, что ты должен, как урка, это, конечно, понимаешь, все. А так я имею в виду, там, ради воздуха. Да все нормально, сейчас с Вадим первый план, это отдыхать надо, понял? Тебя. Ну, вообще восстановиться надо немножко. Да естественно, конечно. А мне Слав говорил, говорит, ты, говорит, японцы, говорит, нашего брата увидишь, говорит, академик. Помнишь, что ты говорил? Правильно, говорит, академик. Ну, если борода, поэтому, как меня сбилось, говорит, академик. Это он сейчас немножко сбросит. Очень, очень интеллигентный молодой человек, понимаешь? Всю жизнь такой был. Молодой уже. Молодой, пожилой, с бородой, красивый такой. За каждый день нашей жизни. Пусть каждый день нашей жизни приносит нам радость. Другого такого дня не будет. Будет или лучше, или хуже. Хуже нежелательно. Пусть все исполняются наши мечты, надежды, чаяния. Вадим Григорьевич, я вас уважаю. Спасибо, Павел Васильевич. Бог в нашу сторону смотрит. Спасибо. Да. А между прочим, я же хапнул сейчас, что такое, немного сейчас вот. Просто кончая попил, я не могу ли проглотить. Ну, уже пошло, да? Она сильная еще. Но тяжелая, если ее перебрать. Тоска по родине. Только не вздумай, если ее хапанешь как надо, есть после этого. Да не. Поешь вот он. Все, правильно. Все, я знаю. Ну, вообще, Слав,